Всем привет! Тема нашего сегодняшнего занятия – шестигранная призма. Форма, которая, наверное, в академии распространенная, самая распространенная после кубика и цилиндра. И если вы собираетесь поступать в учебное заведение, скорее всего, вы столкнетесь с этой формой на экзамене или просто будете рисовать ее в процессе учебном. И, друзья, я вам расскажу, как быстро и легко строить этот элемент. Элемент очень важный для познания. Он, можно сказать, является таким связующим элементом между кубом и цилиндром. И цветотень очень хорошо изучать по этой фигуре. Для того, чтобы ее строить, вы должны знать один секрет, который вам позволит всегда это делать без ошибок. Во-первых, вы должны вписать в квадрат круг путем построения это значит, что радиус круга вы переносите на диагонали и после этого соединяете точки. Далее, для того, чтобы корректно построить шестигранник, вы должны разделить радиус горизонтальный ровно на 4 части. То есть вот эти части являются равными. После этого через центральные точки восстановить вертикальные линии до пересечения с окружностью. Все, друзья мои. Все контрольные точки найдены. И вы можете соединить их. И у вас получится основание в виде шестигранника. Весь секрет заключается в равенстве этих отрезков и в том, что вы вписываете в окружность эту форму. Теперь для того, чтобы построить шестигранную призму в перспективе, вы должны уметь построить параллелепипед, гранью которого является квадрат. В перспективе, естественно. Найти через диагонали окружность, найти точки касания, строить окружность в перспективе. Вы знаете, что окружность будет иметь наклон, то есть будет иметь искажение. Кстати, как найти вот эти точки, когда дело идет, когда вы рисуете в ракурсе? Вы должны знать, что пропорция такая: от точки до угла расстояние помещается, это расстояние еще помещается 2,5 раза до центра окружности. Вот здесь. И так и в этом случае, и в этом. И в этом случае тоже. Вот это расстояние еще 2,5 раза до центра. Теперь также делите на 4 равные части, но в данном случае уже с учетом перспективы. То есть эта часть самая большая, это немножко меньше, это еще чуть-чуть меньше, и самая дальняя, самая маленькая. Восстанавливаете вертикали. И также в перспективе у вас получается шестигранник.
И теперь все это дело нужно перенести на дальнюю грань. Две точки сразу переносятся. Но, в принципе, все можно перенести, просто параллельно сместив их туда. И найти в наклоне эти ребра. Частой ошибкой бывает то, что шестигранную призму рисуют слишком длинной. У меня в студии ни один человек не нарисовал ее короче, чем нужно. Все рисуют ее очень длинную. Контролируйте этот момент, проверяйте, чтобы у вас получилось все корректно. То есть высоту призмы укладываете вот в видимую часть этой глубины. Так, и может быть такой случай, когда у вас форма стоит на шестигранном этом основании. Сейчас мы разберем такой случай. Вот может быть так случится, что вы рисуете шестигранную призму вот в таком положении, и вам нужно найти открытие этих плоскостей, корректно их передать. В этом случае всегда начинается какая-то возня, бесконечный поиск, перемещаются эти точки. Это очень сложный ракурс с первого взгляда. На самом деле все гораздо проще. Вам нужно построить горизонтальную окружность. Окружность в перспективе, когда ближняя часть меньше, чем дальняя. Далее вы находите диаметр между самыми дальними точками. Выбираете одно из направлений. Самую длинную часть возьмите. То есть как повернуты эти углы к вам. Ну, допустим, эту окружность пересекает вот таким образом диаметр. Ну, то есть вы находите одну из этих линий. Вот это расстояние. Или это расстояние. И таким же образом делите его на 4 части. Поделили здесь тоже с учетом перспективы. То есть это ближняя, самая большая, чуть-чуть меньше и еще немного меньше. Теперь через эти линии, через эти точки вы можете провести линии вот таким образом. Здесь. И нужно это сделать с учетом перспективного сокращения. То есть так их направить, чтобы эти линии сходились на линии горизонта, на той реальной линии горизонта, которая находится на уровне ваших глаз, и пересеклись в точке схода. Там, где эти линии пересекут окружность, и появится уже 6 точек, которые нам покажут наш шестигранник. После этого вы можете восстановить эту форму вертикально, либо достроить до конуса, то есть поставить вертикальную линию и соединить все точки. Либо достроить до шестигранной призмы, в зависимости от того, что вы рисуете. Вот таким образом.
Получается, что вы в перспективе рисуете вот этот элемент. И на нем вся форма базируется. Также линии параллельные будут сходиться сюда, сюда. И вот эти линии тоже будут, если их продлить, будут сходиться на горизонте. Вот и все, друзья. Весь секрет построения этого элемента. Выучите это и пользуйтесь на экзаменах или когда будете учиться. Успехов в рисунке!